Всем привет! Сегодня я работаю тут над небольшими такими акварелями абстрактными. И я давно уже хотела поговорить об абстрактном искусстве, но все не знаю, с какой стороны к этому подойти. Что такая большая тема, и много здесь вопросов и для тех, кто художник, и для тех, кто не художник. Как смотреть и как воспринимать, до сих пор много вопросов. Но я пока немножко, наверное, для художников скажу таких пара советов. Может быть, у вас есть или было такое, вот моя история такая была, что я когда перед моим первым приездом во Францию, я была таким реалистичным художником. Ну, в общем, я занималась графикой, дизайном, умела хорошо уже рисовать, закончила уже художественно-промышленную академию, но у меня была такая потребность в чем-то новом, что-то хотела сделать, вот такое современное, что-то необычное, видела все эти картинки, да, инсталляции, какие-то классные абстрактные работы, живопись, но вот не знаешь, как к этому подойти, и совершенно не было понимания, как вообще к этому подойти, что, с чего начать вообще. И вот тут я, может быть, дам вам пару советов, то вот если у вас есть такая история, и, может быть, это будет полезно также и тем, кто не художники, да, вы просто интересуетесь и хочется вообще понять, да, что это за каляки-маляки, зачем вообще они нужны. Начните, конечно, с выставок и вообще с расширения кругозора. Для меня, например, было, я помню, что когда я приехала, и я увидела, как там в школе работают студенты, и мне начали давать референсы, да, то есть вот отсылки на разных художников, которые я вообще не знала. Я называла там, из современных я назвала Энди Уорхола, когда меня спросили, они так немножко посмеялись, вот, преподаватели, ну, потому что я никого не знала, вот. Поэтому очень важно, и мне начали давать какие-то имена, я начала их смотреть, очень важно смотреть художников, которые нравятся, западных, наших, любых, себе обязательно их куда-то выписывать, и вот наполнять себя, расширять свой кругозор. Просто для начала это как вот такая библиотека визуальная, она потом обязательно откладывается на подсознании, и обязательно она в работе тоже отражается. И начать, да, что-то, вот когда подойти вообще к этому, к абстракции. Подойти проще, то есть не нужно вообще от этого много ждать. И опять же, да, как вот тоже мне сказали, не надо сразу там шедевр какой-то задумывать и переживать, да, что из этого получится. То есть нужно начать просто делать упражнения. Вот я сейчас делаю вот такие вещи, которые, возможно, пойдут в мусорное ведро. Может быть и нет. Но они по-любому, это как вот гамма для музыканта. Они нужны для того, чтобы мы просто в практике тренировались, что-то делали, и через эту практику, через действие шли дальше. То есть начните с каких-то просто вот простых таких совершенно вещей. Любой это может быть техники, это может быть карандаш, это может быть... У меня это акварель, потому что я люблю такую технику легкую. Может быть, вы больше любите работать с какими-то более плотными техниками, да, там акрил, масло. А может быть, в принципе, да, вы хотите отойти, может быть, вас тянет там в 3D, и начните, например, с коллажа. Потом уже можно там в объем, да, пойти. Но начните с самого чего-то такого простого, то есть воспринимайте это как какое-то упражнение, посмотрите художников, и почитайте их биографии, и посмотрите вот их путь, да, например, там Джексон Поллок, да, такой вообще классик искусства, да, американского, и вообще, да, вот если посмотреть, да, на его... Очень хороший есть фильм, кстати, о Джексоне Поллоке, я очень рекомендую, по-моему, 2005 года. И мы видим, да, как он пришел к этому своему приему, где у него капли, да, падали совершенно вроде бы случайно, но это было в работе. И всегда вот все, да, художники, первые работы там, и те работы, которые уже там в расцвете карьеры, они совершенно разные, потому что есть вот этот путь, который художник проходит.
То есть нужно просто начать смотреть, во-первых, примеры, да, смотреть себе, выбирать тех художников, которые вам близки, которые вот хотели бы как-то что-то такое сделать. Может быть, где-то, да, попытаться повторить даже. Это нормально на первых этапах. Не надо просто, да, заниматься таким прямым копированием, да, и потом ставить свое имя. То есть плагиатом заниматься не надо, но можно вдохновляться. Это совершенно нормально, это процесс обучения. То есть можно вдохновиться каким-то художником, и от него уже отталкиваясь, вы все равно будете делать что-то свое, потому что, ну, по-любому у вас какие-то своя личность, и свое восприятие мира, и своя рука, и поэтому это все равно будет по-своему. Поэтому такие вот простые советы. Да, кстати, тут еще вот я думала, что очень хорошая тема. Заведите на Пинтересте себе борд, да, как нам это называется, таблицу, и вот туда собираете все картинки, прям, которые вам близки. Художников, выставки, какие-то вот такие вещи. И это тоже будет помогать очень сильно. Вот. Пишите, если какие-то есть вопросы у вас еще на эту тему. А для тех, кто не художники, на тему абстрактного, ну, можно... Есть целые лекции. Я, конечно, не искусствовед. Я просто в двух словах скажу, что стремитесь, да, немножко не искать там историю, не искать какой-то вот смысл сразу. Воспринимайте это как... Очень часто это эмоциональная такая вещь, абстрактная живопись, абстрактные какие-то композиции. Это... И смысл там он есть, просто он не такой, как вот, например, в тех картинах, да, которые нам рассказана, да, какая-то история, есть какие-то персонажи или есть какие-то предметы. То здесь нужно абстрагироваться. Это как музыка. Вот я считаю, самый лучший пример — это как музыка, да, мы не пытаемся там разложить каждую ноту и спросить, а почему вот здесь такая нота, да, объясните мне, пожалуйста, или вы там что, не умеете по-другому. То есть, если художник абстрактный, да, он вот так видит мир, вот так себя выражает, и телефон на эмоциональном таком уровне это воздействует на нас. И я тоже, например, когда я делаю какие-то такие штуки, это прежде всего для меня, например, это эмоции. Но есть, например, абстракции такие очень, где художник, например, да, вот Пит Мондриан, да, у него очень совершенно другие такие геометрия, да, там совершенно другой идет ход мысли. Посмотрите, почитайте, в общем, чтобы вас не запутывать. Как всегда, мой завет: идите на выставки, идите смотрите художников, классиков, художников современных, поезжайте куда-нибудь в Европу, прогуляйтесь там по выставкам, потому что там всегда много всего интересного происходит. Это всегда полезно, это расширяет кругозор. И в интернете тоже ищите сейчас масса всего. Нужно, конечно, знать иногда, что искать, но тут я буду рада вам помочь. И периодически вот выставляю посты на тему художников. Вот. Так что удачной вам рабочей недели. И пишите, если что, какие вопросы. И ставьте лайки. Буду вам благодарна. Пока.